Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и поехали! Кстати, у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала, пока с росомахой и медоедом. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Ну что ж, пора искупаться, друзья. Но в этот раз стоит позаботиться о защите, ведь перед нами агрессивный хищник, который без проблем разрывает свою добычу на мелкие части. И имя ему Мурена. Итак, про рыбу мурену знают вроде все, однако муреновых около 200 видов, и среди них есть особенно веселые ребята. Например, гигантская мурена, самая здоровая из всех своих родственников. Эта рыбка вырастает до 3 метров и веса в 35 килограмм. Причем толщину тела этого монстра можно сравнить с ногой взрослого человека. Обитает это чудовище в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах. А самым любимым местом обитания мурен считаются Средиземное и Красные моря. Форма тела у мурен змеевидная, чешуя отсутствует, а тело покрыто слизью, которая ядовита у некоторых видов. Прикосновение к мурене с ядовитой слизью может вызвать у человека ожог на коже. Слизь помогает и охоте, так как она уменьшает сопротивление воды, а мурена может с огромной скоростью наброситься на жертву и помогает в защите, предохраняя тело от паразитов и врагов. Также благодаря слизи легче протиснуться в узкие норы и расщелины. Любимые жилища мурен. На голове у мурены расположены маленькие глазки, не играющие особой роли в жизни мурены, а за ними небольшие жаберные отверстия. У мурены есть 4 носовых отверстия, которые нужны не для дыхания, как некоторые могли подумать, а для охоты. С их помощью мурена находит себе жертву. Грудные плавники у мурен отсутствуют, а остальные – спиной, анальной и хвостовой – срослись в один, обрамляющий заднюю часть тела шлейф. Ну а теперь разберем ее эпический инвентарь. Первое – это классика – зубы. Но зубы у муренки непростые, крючкообразные иглы мурены повернуты внутрь, что не дает добыче вырваться. Раны, которые наносит эта рыба, настоящий кошмар. Они настолько болезненные, что даже с трудом спасшееся существо скорее всего погибнет. Этот факт долго интересовал ученых, и некоторое время считалось, что у гигантской мурены присутствует сильный яд. Однако истина намного прикольнее. Мурена состоит в симбиозе с неимоверным числом болезнетворных бактерий, которые селятся у нее в зубах и поедают останки добычи. При укусе большая пачка этих микроорганизмов попадает в жертву и начинает быстро плодиться и заражать рану. Пасть почти всегда открыта, чтобы мурена, прокачивая воду через жабры, могла увеличить доступ кислорода в организм. Языка в этой пасти не наблюдается, зато есть ряд острых и длинных зубов, которых от 23 до 28 штук. Почему ряд? Потому что у большинства особей только один ряд и есть, и лишь один вид муреновых может похвастаться вторым рядом. Это атлантическая мурена. Мурены любят есть крабов и других ракообразных, даже морских ежей, из чего можно сделать вывод, что крепкие панцири им не помеха. Чего уж говорить о более мягких тканях, типа шкурки голой обезьяны. Но любимым лакомством мурен являются осьминоги. Ради них мурены даже готовы выйти из укрытия и начать погоню. Свою добычу мурена разрывает на мелкие кусочки и затем съедает, а кого поменьше может проглотить и целиком. Размножаются мурены начиная с 3 лет. Все начинается с переплетения мурен друг с другом. Одна из них производит икру,
другая молоки. Весь результат такого производства выпускается в воду, смешивается, и большая часть яйцеклеток становится оплодотворенной. За потомством никто не ухаживает, и икринки предоставлены сами себе. Через 2 недели появляются личинки, которые питаются детритом, проще органическим мусором, который потом заменяется планктоном по месте роста муреныша. Постепенно вырастая, безобидная детка становится тем, кем он должен – опасным морским хищником. И, казалось бы, все просто, если бы не тот факт, что некоторые виды мурен на протяжении всей жизни могут становиться то самцом, то самкой, что хорошо наблюдается у ленточной риномурены, которая изначально черная самка, но по мере взросления становится ярко-синим самцом, а затем снова самкой, но уже желтой. Ну и напоследок немного интересных фактов об этой страшной рыбехе. Вопреки распространенному мнению и ужастикам, на человека мурена первой не нападает. Для такого ее нужно потревожить или спровоцировать. Мурены ни при каких условиях не будут есть тех, кто им помогает, а конкретно креветок-санитаров и губанов-чистильщиков. Эти ребята работают зубочистками и очищают тело и пасть мурены. Римляне стали первыми, кто начал содержать мурен в аквариумах, чтобы затем поедать их мясо, которое считалось деликатесом. При этом римляне были совсем не против использовать и качество цепкой челюсти мурен. К муренам сбрасывали плохо работающих или просто неугодных рабов. Страшная, долгая и мучительная казнь как раз в стиле римлян. С муреной связан еще один интересный момент – ее периодический симбиоз с морским окунем. Мурена и морской окунь – это успешные тропические хищники и местные вершины пищевой цепочки. Но охотятся они часто вместе, прямо как хорошие друзья. Инициатор охоты всегда морской окунь. В случае, если окунь знает, где сидит добыча, но ему до нее не добраться, какие-нибудь расщелины в кораллах, то он обращается к мурене, говорит типа, мол, дружище, там вкусная рыба прячется в скалах, пошли, ты мне ее достанешь, и мы вместе поедим. А мурена, собственно, и не против. А вы видели мурен, например, в Красном море? Страшные? Пишите в комментах. А еще и, как обычно, прошу вас написать, о каком из животных вы хотели бы увидеть в следующее видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал Животных Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!